познаю. И вы вместе с нами. Привет, друзья! Сегодня мы познакомимся с одним из самых красивых городов России. Добро пожаловать в культурную столицу нашей страны – Санкт-Петербург. Город на Неве основан императором Петром I в 1703 году. Как же здесь красиво! На каждом шагу произведение искусства. Рассказывать об этом городе можно бесконечно. Но сегодня мы хотим познакомить вас с культурой, традициями и образованием XIX века. Ты знаешь, что в начале XIX века открылся Царскосельский лицей? Там учились многие известные люди культуры и науки. Конечно, знаю. Один из выпускников лицея – Александр Сергеевич Пушкин, мой любимый поэт. Была пора, наш праздник сиял, шумел и розгами венчался, и с песнями бокалов звон мешался, и тесно сидели мы толпой. Да, учеба лицеистов была увлекательной. С 6 утра и до 10 вечера, и так 6 лет, без родителей. Молодые дворяне изучали по 5-6 языков, представляешь? Это мальчики, а девочкам было достаточно знать всего 2 языка, а также уметь музицировать и танцевать, и никакой математики и физики. Эх, как же хочется, хоть ненадолго оказаться в 19 веке, примерить наряды, потанцевать на балу. Ты что, забыла? В нашей программе «Я знаю, что все познаю» нет ничего невозможного. Наш первый урок сегодня – риторика. Я что-то так волнуюсь. Не переживай, мы же пока только учимся, а даже великие поэты в начале своей учебы допускали ошибки. Да, ты права, не ошибается только тот, кто ничего не делает. На прошлом занятии мы познакомились с вами с удивительным миром поэзии. Русская литература – это нечто потрясающее, я надеюсь, вы со мной согласны. Может быть, кто-то из вас хочет прочитать здесь и сейчас какое-нибудь стихотворение? Кира? Я клялся боли не любить и клятвы верно не нарушу. Велишь мне правду говорить, и я уже немного трушу. Может быть, еще кто-то хочет поделиться своими впечатлениями? Слава? Весна, весна, как воздух чист, как ясен небосклон, своей лазурью живой слепит мне очи он. Весна, весна, как высоко на крыльях ветерка, ласкаясь к солнечным лучам, летают облака. Мы продолжим урок или кто-то еще хотел прочитать? Василиса. Горячее солнце так ласково греет, так мирно горит голубой небосвод, что сердце невольно в груди молодеет и любит, как прежде, и верит, и ждет. Рома, я слежу за тобой весь урок. Ты очень заинтересованно наблюдал за девчонками. Может быть, ты хочешь что-нибудь прочитать? Да. Да? Тогда смелей. Верь в великую силу любви, световили ее крест побеждающих, ее свет лучезарно спасающих, мир погрязший в грязи и в крови. Верь в великую силу любви. Да, мы будем непременно верить.
Садись, Рома, спасибо большое. А у меня для вас есть очень интересное задание. Мы с вами занимаемся риторикой и ораторским искусством. И одно из самых любимых упражнений, моих упражнений, это рифмы. У меня есть платочек. И этот платочек вы будете сейчас друг другу передавать. Но передать вы сможете его только если назовете рифму моему слову. Итак, слово «слеза». Глаза. Лоза. Руса. Бирюза. Коза. Коза. Гроза. Оса. Коса. Коза. Гроза. Я не знаю. Ничего страшного, ведь писать стихи и придумывать рифмы – это не так уж и просто, правда ведь? Но, тем не менее, у вас очень хорошо получилось, наверное, потому что вы прочитали много стихотворений, верно ведь? Но это еще не все. Мы усложним сейчас задание, и я попрошу вас разделиться на пары. И теперь рифму вы будете предлагать друг дружке. На уроках русского языка и литературы особое внимание уделялось искусству выражать собственные мысли не только грамотно, но и последовательно, а по возможности и красиво. У тебя так здорово получалось подбирать рифму, импровизировать. Да, мама говорит, что у меня талант. Тогда тебе срочно нужно на занятия по актерскому мастерству. Талант нужно развивать. Итак, мы сегодня продолжаем наши репетиции. Репетируем мы, как вы помните, Ромео и Джульетту. Все помнят? Да. Ромео и Джульетта, вы готовы? Да. Тогда на сцену. Неужто я и вправду влюблена, и эту страсть мою зовут Монтеки? Давай забудем наши имена, останемся наедине с любовью. Моя любовь, Ромео, так сильна, что с ней наедине сойду с ума. Не покидай меня. Я сам решил остаться. Сегодня, завтра, навсегда. Ведь это доказательство любви. Тебе другие доводы нужны? Не знаю. Стань мужем мне, женой назови. Брак – главное свидетельство любви. Согласен. Какие актерские упражнения выполняли ученики в то время? Упражнения были те же, что и сейчас. Юные актеры перевоплощались в животных, в предметы, учили стихи, выполняли упражнения по дикции, по артикуляции. Часто ли ставились домашние спектакли? Да, домашние спектакли – это была своего рода традиция семейная. Причем она была очень теплой, и обычно эта традиция оживала в Рождество, да, и в какие-то праздники, значимые для семьи. Уверена, ты точно стала быть театральной звездой XIX века.
Перестань, не смущай меня. Я еще в 21 веке дам о себе знать миру. А куда делись мальчишки? Ты что, забыла? У них сейчас урок по фехтованию. Так пойдем скорее посмотрим, чему они там учатся. Доброе утро, господа кадеты! Надеюсь, все в добром здравии и готовы к уроку. Салю, месье ле каде. И ангард. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Прекрасно. Встали на исходную. Мсье Муравьев, прошу в центр зала. Я обозначаю вам 3 атаки. Терцию и кварту. Вы берете защиты и после 3-й атаки даете ответ. В 1816 году в Санкт-Петербурге открывается первая фехтовальная школа, где готовили учителей и инструкторов. Среди любителей этой дисциплины были Пушкин, Лермонтов и другие известные люди той поры. А в 1855 году в Петербурге открывается фехтовально-гимнастический зал отдельного гвардейского корпуса. Именно там прошли первые в России официальные соревнования среди офицеров. Во второй половине XIX века вводится обучение фехтованию в гимназиях и университетах. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, когда фехтование стало частью обучения мальчиков? Фехтование входило практически всегда. Оно было частью воспитания любого благородного господина. Любой отец старался приставить к своему сыну опытного воина, который и занимался его воспитанием и обучением фехтованию. Как долго длится одно занятие или урок по фехтованию? Сейчас оно длится, как правило, 1,5 часа, но это очень индивидуально, зависит от того, насколько ученик восприимчив и насколько у него хватает сил. Кто-то устает раньше, кто-то способен выдержать 3-часовые занятия. Сложно ли заниматься фехтованием? Думаю, что так же, как и любым новым делом. Колющая техника не очень естественна для человеческого организма. Поэтому приходится себя много заставлять, и без упражнений научиться очень сложно. А сейчас будет самое интересное. Скоро начнется бал. Да, только к нему нужно подготовиться. Ты знаешь танцы 19 века? Нет. И я пока нет. Пойдем скорее учить. В начале XIX века бал открывался полонезом, где в первой паре шел хозяин с наиболее почетные гости, а в конце столетия начало бала уже сопровождалось вальсом. Изменилось количество танцев, которые кавалер мог танцевать с одной дамой на протяжении бала. Так, в начале века это число равнялось 1, а уже в 1880-х дозволялось 2-3 танца, не следующих друг за другом подряд. Более 3 танцев могли танцевать только жених и невеста. Во время танца кавалер развлекал даму легким светским разговором. Дама же отвечала скромно и немногословно. По окончании танца кавалер спрашивал у дамы, куда отвезти ее, в буфет или же к месту, откуда он ее взял. Обменявшись взаимными поклонами, кавалер либо удалялся, либо мог остаться рядом с дамой и некоторое время продолжать разговор или даже признаться в любви. Какие танцы сложнее учить, с мальчиками или с девочками? Считается, что мужские партии были более сложными, так как у девушек на балу были очень длинные платья.
и движения их были несколько скованы. Сколько времени потребовалось на их изучение? Уроки танцев проводились систематически. Для этого даже приглашались хореографы из Европы. Сколько танцоров могли танцевать на одном паркете одновременно? Конечно, это зависело от размеров зала, но можно с уверенностью сказать, что среднего размера бальный зал спокойно вмещал в себя от 50 танцоров одновременно. Что разрешалось, а что не позволялось делать во время танцев? Непозволительным было приходить на бал без перчаток, считалось хорошим тоном перекинуться парой-тройкой фраз с партнершей и сделать ей комплимент. Парочки на балах образовывались очень часто, влюбленные парочки, поскольку бал был чуть ли не единственным мероприятием, где можно познакомиться со своей второй половинкой. Как же хорошо в XIX веке. Молодые люди такие галантные, а девушки утонченные. Вижу, вы прониклись духом столетия. Даже говорите иначе. Позволю себе заметить, вы тоже. Благодарю. С вами приятно вести светскую беседу. Надеюсь, наши зрители вместе с нами прочувствовали эту прекрасную атмосферу. А впереди еще столько интересного. До новых встреч в программе. Я знаю, что все познаю.